Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить маленькую сумку на пояс. Сумку я буду шить для дочки. И для того, чтобы шить такую сумку, я заказала уже готовый набор, в который входит все необходимое для пошива такой сумки. Итак, в набор входит молния, 2 бегунка, крепление для сумки, водоотталкивающая ткань, вигафил, выкройка, а также лента, на которой будет висеть сумка. И сначала я вырезаю выкройку, затем все детали выкройки переношу на ткань, на водоотталкивающую и на вигафил. После того, как обрисовала, вырезаю все детали. Теперь обжигаю концы ленты, чтобы они не осыпались. Теперь беру две детали, складываю их лицом к лицу, вовнутрь вкладываю ленту, один конец ленты. И теперь прошиваю на швейной машине с 3 сторон, отступая от края 1 сантиметр. И точно так же другой конец ленты вкладываю между двух маленьких деталей, скалываю иголками, чтобы она не смещалась, и тоже прошиваю на швейной машине с 3 сторон. Затем срезаю углы, выворачиваю на лицевую сторону и еще раз прошиваю по лицевой стороне со всех 4 сторон на ширину лапки. Теперь беру все детали сумки и скалываю водоотталкивающую ткань с деталями вигафила.
Теперь беру молнию, разъединяю ее и одну половинку молнии прикалываю к верхней детали сумочки и пришиваю на швейной машине. И меняю обычную лапку на лапку для вшивания замков. Я уже пришила молнию, делаю небольшие надсечки. Теперь загибаю край молнии вовнутрь, прикалываю его иголками и еще раз прошиваю на швейной машине по лицевой стороне. Теперь беру основную деталь сумки, прикалываю к ней вторую часть молнии и пришиваю на швейной машине. Затем также подгибаю молнию вовнутрь, прикалываю иголками и еще раз прошиваю по лицевой стороне. Теперь мне необходимо сшить выточки, скалываю выточки и сшиваю на машинке. Вот так у меня получилось. Теперь беру верхнюю деталь сумки и центральную, основную часть сумки, совмещаю их, чтобы они были равномерно, и одеваю на молнию бегунок с одной и с другой стороны. Вот такой уже вид приобрела моя сумка. И теперь мне осталось пришить последнюю деталь сумки. Для этого я выворачиваю сумку на изнаночную сторону. Необходимо приоткрыть немного замок, для того, чтобы потом можно было через это отверстие вывернуть саму сумку. Вкладываю сначала ленты вовнутрь, прикалываю их по бокам к сумке, чуть ниже замка. Затем прикалываю основную деталь и пришиваю на швейной машине.
Выворачиваю сумку на лицевую сторону. Также внутренние швы можно обработать на оверлоке, либо косой бейкой, чтобы было все красиво и аккуратно. Теперь одеваю на ленты крепление, а также регулятор и сшиваю с одной и с другой стороны. И вот такая у меня получилась сумка. Это первая сумка, которую я сшила. Я думаю, что Саше она понравится. Она у меня уже спрашивала, когда же я ее уже дошью. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И на этом все. Всем пока!